братаны! Как вы уже могли догадаться, я сейчас на презентации новой линейки смартфонов от Huawei. Сегодня обещают показать классное новое устройство, а возможно что-то удастся увезти с собой на обзор. Так что ставьте лайк и поехали смотреть. В этом году смартфоны Huawei держатся на 3 китах: See More Art, See More Light and See More Intelligence. На презентации представили 2 модели – P20 и P20 Pro. Каждая модель поступит в продажу в 4 цветах. Новый цвет Twilight, Pink Gold, Midnight Blue, Graphite Black. Все 4 цвета выглядят потрясающе. Тут Huawei смогла удивить на фоне черных, белых и розово-золотых конкурентов. На презентации сделали акцент на том, что разъемы и вообще смартфон весь из себя симметричный. Разъемы, отверстия динамиков и маленькая челка сверху сделаны под линеечку. А вот сзади, конечно, никакой симметрии нет. Бровь или челка не такая огромная, как у 10-го айфона. Вопреки всем утечкам и рендерам, старшая модель не получила бескнопочный дизайн. Смартфоны получились очень тонкими, несмотря на то, что батарея больше, чем у конкурентов. Приятно удивили показателями быстрой зарядки – 58% за полчаса. Также P20 Pro посчастливилось получить защиту по стандарту IP67. Диагональ экрана P20 – 5,8 дюйма. P20 Pro получил 6,1. По первым ощущениям, маловато максимальной яркости экрана. В обзоре мы, конечно, уделим этому пристальное внимание. Но все-таки главная фишка смартфонов – это камеры. Старшенький действительно получил тройную основную камеру. Кстати, забегая наперед, скажу, что оба смартфона получили не только одобрение, но и первые места с рекордными баллами в рейтинге DxOMark. Huawei себе не изменяет, поэтому один модуль здесь с полным RGB охватом, а второй аж на 20 мегапикселей со светосилой 1,6. А вот у Huawei P20 Pro камер на задней панели сразу 3. Главный модуль 40-мегапиксельный RGB датчик с технологией Light Fusion. Он очень большой, как для мобильного телефона, 1 на 1,7 дюйма, светосила линзы 1,8. Также есть 20-мегапиксельный монохромный сенсор и 8-мегапиксельный датчик с телеобъективом. Фантастика! А еще 3-кратный оптический зум и 5-кратный гибридный. Тут еще разбираться и разбираться. Все подробности будут в обзоре. В P20 и P20 Pro установлен процессор Kirin 970, который все мы хорошо знаем по смартфонам Mate 10 Pro и Honor View 10. Сравнить их можно с прошлогодним Snapdragon 835 в Samsung Galaxy Note 8, Nokia 8 и других. На сегодняшней презентации было много интересного. Кроме 2 смартфонов P20 и P20 Pro, Huawei похвасталась новыми наушниками, селфи-палкой с подсветкой, а также смартфоном в красном цвете, который разработан совместно с компанией Porsche. Ну, а мне тем временем удалось унести с собой старшую модель P20 Pro. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить в очень-очень скором времени новенький обзор на новенький смартфон. Ну, а я пока пошла. Кайфелевай баш!